Доброго времени суток, мои дорогие любимые подписчики и гости моего канала Истина Таро. Вас приветствую я, Катерина. Сегодня мы проведем общий таро-расклад для мужчин на тему «О ком сейчас ее мысли?». Смотрите, если не боитесь этой информации. Дорогие мои, прежде всего хочу поблагодарить вас за лайки, за подписку на мой канал, за комментарии, которые вы пишете. Все комментарии я читаю, они для меня очень важны и ценны. Спасибо вам за взаимный энергообмен. Также напоминаю вам о возможности записаться на персональный таро-расклад. Для этого пишите, пожалуйста, Viber, Telegram, WhatsApp. На звонки не отвечаю. На звонки отвечаю только на личных раскладах. Поэтому, если вы хотите записаться, пожалуйста, только пишите, не звоните, потому что по 100 звонков, когда работаю с клиентом, ни клиенту это не нравится, ни мне не нравится, и срывается сеанс. Надеюсь на ваше понимание. Итак, настраивайтесь на свою женщину, вспомните ее имя. Вспомните ее образ, дату рождения, вспомните вообще вот какой-то приятный момент. Притягивайте ее энергетику сейчас сюда и будем смотреть на нее. Посмотрим, на данный момент хочу посмотреть, кто ко мне пришел из мужчин и как вы на данный момент к ней относитесь. Что вы о ней думаете? Ну, как бы я так уже, судя по началу расклада, уже понимаю, что вы о ней думаете, но как бы будем дальше смотреть все более точнее. Итак, кто-то сейчас из вас видит себя из-за нее в чем-то оскорбленным или униженным. Ну, что-то такое вот проходит. Как-то женщина повела себя таким образом, что, знаете, вот обидела чем-то вас и очень сильно. Как-то вот зацепила достоинство, честь какой-то. Вот знаете, вот как-то что-то вот, ну не знаю, и чувствуете себя чем-то как-то вот, ну не знаю, обиженным что ли, вот на нее. За ее какие-то поступки, за ее какие-то действия, за ее поведение, за какую-то ситуацию, в которой она сделала вам очень больно. Да так больно, что вам вроде бы и, не знаю, понимаете, что уже по крупице можете собираться, по крупице можете восстанавливаться, но все равно такой боли, какой она причинила вам как будто бы вот раньше не доставляли, либо вот что-то вот такой подлости, либо такого поведения, отношения вы от нее не ожидали. Могла быть какая-то ситуация, где могли вы узнать об измене, либо знать об измене, либо подозревать ее, но все равно ждали ее, прощали или до сих пор ждете, несмотря ни на что. Могли с ней очень плохо расстаться, либо же на данный момент можете с ней не находиться вместе, можете находиться на каком-то расстоянии, на каком-то таком, не знаю, вот друг от друга просто-напросто как закрытое. Мог произойти между вами какой-то скандал, война, не знаю, находитесь в каком-то негативном состоянии по поводу нее. Возможно, и по отношению к себе именно за то, что ей что-то прощали, либо прощаете, или спускали ей с рук. Возможно, считаете, что все плохо, что с ней нет продолжения, не видите никакого выхода. Возможно, мысли, а вдруг она будет с другим, или у нас с ней ничего не получится. Как-то, вы знаете, уж сильно вы себя здесь накручиваете. Да и тяжело вам. Возможно, кто-то из вас не хочет принимать какую-то правду. Прячетесь от этой правды. Но что-то вот как-то вот, не знаю, ну вот могут быть какие-то очевидные вещи, связанные с ней, либо по поводу нее. А вы это все вот стараетесь как-то вот, ну не знаю, пропускать через руки, либо как-то пытаться это все не принимать за истину, хотя на самом деле эта истина есть. У кого-то из вас давно закончились отношения, и вы видите, как будто уже с ней нет перспективы. Но все-таки надеетесь, а вдруг вот вообще что-то получится, а вдруг здесь что-то поменяется. Женщина могла вам кричать, что вас не любит, что у нее там есть другой. Могут быть у нее какие-то проблемы с какими-то зависимостями, сложностями, где может давать обещания и не сдерживать его, либо вообще как бы может давать вот обещания периодически, там, или говорить о том, что вот как-то все поменяется, все изменится, и при этом при всем этого всего не делать, или прятаться от какой-то реальности. Или же в вашем окружении есть друзья, родственники, есть такими какими-то зависимостями,
которыми нужна уже помощь. Но человек от этого отказывается. Вы очень глубокий, глубоко чувствующий человек. Вы можете все прекрасно понимать о какой-то ситуации, но намеренно создавать себе какие-то иллюзии. Намеренно остаетесь в какой-то ситуации, в какой-то зависимости. Вот, скорее всего, к этой женщине вы вот как-то, знаете, вот можете строить какие-то иллюзии в голове, как-то вот пытаться что-то еще, на что-то надеяться. Я посмотрю, что будет ли вообще толк, смысл этой надежды вообще, чем это все закончится. Но, скорее всего, какие-то иллюзии можете еще питать, либо думать о том, что, возможно, женщина что-то еще поменяется. Хотя у вас очень хорошо развита интуиция, и вы всех очень хорошо чувствуете и сами понимаете, хотя упорно делаете вид, что все не так, как бы, что все вот, в принципе, женщина ведет себя, потому что вот есть какие-то определенные у нее там сложности, проблемы там, возможно, какие-то проблемы там, ну, не знаю, оправдывайте ее из-за чего-то. Вот, какие-то могут быть у нее зависимости, не знаю, может быть проблема с алкоголем, такое здесь тоже может быть. Да, вы можете писать о том, что она там здоровый образ жизни, все прекрасно, все. Я говорю это на общем раскладе, то, что проигрывается у некоторых мужчин. У женщины есть слабость к алкоголю, и вы об этом знаете. Но вы как будто бы, знаете, вот несмотря на то, что с ней вот разошлись, каждый вот сам своей дорогой пошел, вы все равно еще на что-то надеетесь, либо считаете о том, что все-таки как бы, а вдруг она изменится, а вдруг здесь все-таки что-то может поменяться. Хотя давно уже, вот если вот так вот посмотреть, даже вашими глазами на всю ситуацию, даже вот если вы сами себе признаетесь, а иногда вот у вас такие мысли как мелькают, но вы вот, я же говорю, что возвращаюсь к началу, что пытаетесь это все отпустить, как бы, и, ну, не смотреть на ситуацию такой, какая она есть на самом деле. Но если же посмотреть на всю эту ситуацию вот вашими глазами и признаться себе самому, то это можно было, это давно нужно было уже отпустить. Но вы все равно можете надеяться. Некоторые из вас тоже могут написать мне в комментариях о том, что да, ну, я тут все равно вот хочу только ее, то, что вы там рассказываете, как были комментарии там, уйти в новое, да, что вы там понимаете, да, что вы там думаете вообще и все остальное. Я вам говорю то, что я вижу по картам. Как бы принимать эту точку зрения или не принимать, все и зависит именно от вас. Как бы, если вы не готовы идти в новое, если вы не готовы там оставить прошлое, тогда, ну, конечно же, ждите, ну, в принципе, пребывайте в этих иллюзиях, в этих надеждах. Но все-таки, те, кто надеется на это примирение, то оно все-таки у вас будет, потому что здесь как будто бы вот такие вот созависимые отношения идут, при которых вот, ну, не знаю, периодически какое-то будет проявление, периодически, ну, карта мира здесь идет. Периодически будет какое-то вот с ее стороны к вам движение, какое-то вот сообщение, звонки, не знаю. Ну, те, кто надеется, да, это, конечно же, будет. Но вы со временем все равно посмотрите на нее по-другому. Вы все равно начнете вот что-то вот видеть то, чего вы не видели раньше. Либо то, от чего вы бежали в какой-то реальности. Вы можете ее уже так сильно не любить, как пытаетесь это демонстрировать, либо как было это поначалу, либо вот как было вот когда вот там бабочки вот эти в животе порхали, и все это только зарождалось. Кто-то уже начал смотреть на нее другими глазами, то есть уже вы начали понимать о том, что женщина не такая, какая есть на самом деле. Многим уже, кстати, ну, наверное, многим это будет очень таки расширенно сказано, но некоторым из вас это будет небольшой процент, но такие зрители меня также смотрят, и я это озвучу. Некоторым уже семья, постоянство, оно может быть уже и не важно. Хотя пытаетесь или можете показывать обратное. Но некоторые из вас решили уже как жить для себя. Одному как-то проще, не знаю, как-то лучше, вот никто там мозг не выносит, да, вот, например. Но от этой правды можете прятаться.
все равно можете как-то вот пытаться демонстрировать о том, что там, да, ну, вот нужны отношения, нужна там семья и все остальное. Да, здесь можете как бы стремиться к отношениям. Но после вот этой вот боли, после вот этого разочарования, которое вам дала эта женщина, вы как будто бы уже ничего серьезного и не хотите. Либо вот не хотите во что-то вот идти в такое больше, потому что уж много она вам там боли, разочарования в вашей жизни вообще принесла. По сути, если вот так вот смотреть, но у кого-то из вас с женщиной есть дети, но из-за того, что с ней напряженные отношения, она может не давать видеться с ребенком, или манипулировать, или ради своей выгоды, вот как-то, вот знаете, пытаться через ребенка проявлять. Вы с ней отдельно, а за ребенком можете где-то просто наблюдать, в том числе через мессенджеры или соцсети. Или можете периодически помогать финансово, и в сторону женщины уже нет той тяги или переживаний. Вот как-то вот, особенно если вы знаете о том, что женщина ушла к другому, либо что женщина там имеет какие-то отношения, либо подозреваете в этом, вот как-то вот, ну не знаю, чувство немножечко, как она вас подубила, что ли. Вы сейчас себя очень хорошо чувствуете, но считаете, что так, как вы себя чувствуете или думаете, это как-то вот в чем-то может быть неправильно. Например, мысли о том, что одному не так уж и плохо. Пытаетесь и себя обмануть, и перед другими другую картинку показать. Хотя от некоторых идет такая энергетика, что уже как будто бы вот мысли есть о том, что уже и самому вроде бы неплохо. И самому вроде бы вот уже как-то, может быть, и попробовать вот жить одному. Вот не получилось с ней, ну и все. Тогда больше ничего не хочу, мне ничего не надо. Все равно пытаетесь ее ждать. Все равно вот кто-то из вас пытается думать, что женщина здесь может что-то как-то поменять, либо что-то может здесь изменить. Давайте посмотрим все-таки ее чувства, мысли, эмоции к вам. Ух ты, как интересно. Ее мысли, чувства, действия к вам, Верховная Жрица. Ну, по ситуации, по всему, у кого-то женщина, у некоторых, не у большого процента, но тоже проигрывается, могла подать на развод, а сейчас разводиться не хочет. Или кричала, что вы ей не нужны, блокировала, убегала от вас. А сейчас вот хочет перемирия. Даже с теми, у кого женщина здесь произошел развод, знаете, вот она как будто бы, ну, не знаю, не добилась того результата, не добилась тех эмоций, того состояния, которого вот она добивалась. И при этом, при всем состоянии, когда вы оба, вот знаете, как такое ощущение, как что-то потеряли вообще, как что-то вот разбился, какой-то замок иллюзий и замок мечтаний. Да, она здесь могла кричать, там, вы ей не нужны, там, что она там себе найдет другого, лучшего и все остальное, там, блокировать, убегать от вас. А сейчас вот, правда, она хочет какого-то перемирия. С вами окончательной точки она здесь не хочет. Хотела вас в чем-то воспитать, проучить. Хотела, чтобы вы за ней постоянно бегали и добивались ее. Чтобы вы себя вели так, как она здесь этого хочет. Когда вы с ней расходились, она могла много чего вам понавысказывать, там, наговорить, каких-то там гадостей, не знаю, какой-то вот что-то, знаете, сделать вот напоследок такого вот чего-то, ну, нехорошего, что ли. Уйти, проходит время, и она поняла, что вас-то ей тут не хватает, потому что вы ей всегда давали очень много эмоций и огня. Вот как скучно, знаете, стало ей без вас. Раньше сильно вы ее добивались, могли устраивать ей сильные эмоциональные всплески, а сейчас этого нет. И она в итоге, почему вообще вот так вот произошло? Знаете, вот она могла сама довести всю эту ситуацию до такого, а теперь как бы возмущается о том, что и думает, а почему он не проявляется? Или, а почему он стал себя так вести? А действительно, как бы, ну, что здесь такого произошло? Хотя, по сути, сама здесь виновата. Сама довела здесь до такой ситуации. Но говорить о том, что здесь довольны этой ситуацией в итоге вы и она, я такого здесь не вижу. Если она добилась с вами развода или расхода, то сейчас не понимает, а зачем я это сделала и чего добилась. Потому что да,
здесь могло быть желание какое-то, здесь могло быть очень много причин, здесь могло быть то, что женщина хотела там уйти к другому мужчине, как-то вот поменять что-то в своей жизни, там что-то вам доказать или все остальное, а сейчас она столкнулась с тем, что сама не понимает, зачем она этого сделала, знаете, чего она этим всем добилась. То есть сначала сделала, потом подумала. Ну, ей сейчас очень тяжело справляться со своими мыслями. И без вас, знаете, как-то ей стало очень таки сильно сложно, что ли. Стало ей тут как-то очень сильно тяжело, что ли. Вот как-то, ну, не знаю. Хотела она лучшей жизни, а по факту добилась того, что беспокойство какое-то, состояние, вот по семерке мечей посмотрите, как сильно тяжело, какие там ограничения, препятствия, переживания, сложности, вот ситуация, при которой, вот знаете, да, вроде бы как бы она ушла из чего-то во что-то другое, но побыв без вас, она как будто бы понимает о том, что чего я добилась, что есть у меня сейчас без него. И она хочет, знаете, в каких-то промышлениях, в каких-то мыслях о том, чтобы к вам здесь опять написать, проявиться, позвонить. У некоторых женщин периодически такое делает. Те, кто с женщиной давно не общается, те, кто думает о том, что уже все давно закончено, это для тех, я говорю, кто все-таки женщину ждет. Женщина думает о проявлении к вам, о том, чтобы вам написать, о том, чтобы к вам проявиться, о том, чтобы как-то, вот, знаете, сделать шаг в вашу сторону. Но хочет это как-то вот сделать, знаете, или по какой-то манипуляции, хитрости, коварстве, либо же как-то вот сделать, знаете, вот как чисто вот спросить, а как у тебя дела там, или что там в твоей жизни происходит, или вот помоги мне, пожалуйста, там в чем-то. Знаете, такая ситуация, в которой, ну, не знаю, хочет она. Вот мысли за это все есть. Потому что ей тяжело, что вам тяжело. Да, у вас, что у нее, что у вас могут быть другие отношения. Либо же вы можете быть в стабильных отношениях, она здесь может проходить как тайная женщина. Либо же у нее может быть стабильный мужчина, вы можете проходить здесь как тайный. Либо же у вас уже другие отношения могут быть, либо может быть женщина, которая вот есть на примете, с которой возможные отношения. У нее там может быть кто-то быть. Но по факту, что вы здесь как-то вот не особо счастливы вот в этой всей ситуации, что она, посмотрите, какая карта, которая показывает о том, что кубки-то перевернутые, кубки показывают о том, что чувства здесь нет, такие, какие были с вами. Знаете, вот она и время от времени своими мыслями приходит к тому, что надо как-то к вам возвращаться, надо к вам как-то здесь что-то менять. А вам как будто без этих отношений вообще вот, если опять же посмотреть вашими глазами и с вашей стороны, как бы вы там не писали в этом, что да не так, это все, это неправда, но я вам говорю то, что я сейчас чувствую от карт, чувствую по энергетике. А вам как будто без этих отношений проще становится. Потому что для вас это, вот знаете, вот как тяжесть какая-то, потому что как груз. Здесь такие постоянные, как эмоциональные качели, что ли, идут. А ей прям тяжко без вас, ждет вас, очень много мыслей. Она показывает себя сильной, пытается в одиночку совсем бороться здесь. Вот такая вот прям вся, ну не знаю, огненная, что ли. А внутри прям как так тяжело, не хватает сил. А вас в ее сторону, наоборот, попускать стало. Вот почему-то, знаете, так интересно получается, да, вы как будто местами с ней сейчас меняетесь. Раньше вам было там тяжко, она могла куролесить, либо могла там за кем-то бегать, о ком-то думать, либо что-то вот быть на каких-то своих таких эмоциях. А сейчас вот вас попускает без нее, а ей наоборот становится сложно. Ни с собой она не может договориться, вот знаете, не с вами, потому что женщина, которая, ну вот правда, она сама не знает, чего она хочет, чего она вообще добивается. Сначала творит, потом думает вообще. Сегодня хочу одного, завтра другого. Может, знаете, утром там нормально себя вести, а потом как-то вот что-то начинать чудить. Либо сегодня себя нормально ведет, потом чудит, блокирует, что-то вообще какое-то непонятное отношение, непонятная ситуация. Ее как будто колбасит, что ли. Особой любви я с ее стороны не вижу. Очень много
разочарований в ее жизни. С кем-то вас она успела сравнить. Оттого больно и тяжело, что все пошло не так, как хотелось. И лучше вас она не нашла. Поэтому за вас и вспомнила. Она, конечно, скептически смотрит на то, могут ли между вами вообще быть дальше отношения, могут ли развиваться между вами отношения. Но лучше она здесь пока не нашла. Думает о вас. Вы друг за другом как будто ходите, друг без друга не можете, и вместе ничего не получается. Расходитесь, потом начинает тянуть обратно. Могли здесь быть и разборки, драки с ней, ссоры, но все равно друг о друге думаете. Ну, опять же, драки, там, разборки, это может быть не у всех, но вот что-то как-то заканчивается потом каким-то бурным таким завершением этой драки, ссоры, тоже также может проходить. Как бы не у многих это проигрывается, но тоже энергетика такая считывается. Давайте посмотрим, чего ждать от нее в ближайшее время. Вообще, стоит ли чего-то ждать? Это, опять же, для тех, кто ждет, для тех, кто уже не отпустил эти отношения, а все-таки пытается думать. Потому что некоторые здесь, я вижу, как поставили уже точку и могут смотреть расклад просто для интереса. Вообще понимать, что в ее жизни здесь происходит. Вообще, какая у нее ситуация и... каким образом все, ну, что происходит вообще в ее голове. Так, чего ждать от нее в ближайшее время? Вот в чем-то она в жизни хочет разобраться. Что-то ее здесь не устраивает, пока она находится на каком-то выборе. Хочет провоцировать вас на дальнейшие шаги своими манипуляциями или проявлениями якобы за помощью. У тех, у кого есть дети, эти манипуляции будут через ребенка. Перспектива на примирение, восстановление отношений. Но кто-то именно из вас будет принимать окончательное решение. Не женщина, а именно вы. Вы здесь выходите, знаете, вот как человеком, который уже много чего прошел в этих эмоциональных качелях, и многим уже здесь как тяжело от этого всего, больно. Как-то уже, не знаю, вот дошли до какой-то такой пиковой ситуации, что нужно что-то либо менять, либо расходиться окончательно. У вас здесь так и будет. Вы либо разойдетесь окончательно уже, вот знаете, вот как-то будете такое принимать решение, либо будете дальше думать о примирении, о восстановлении отношений. Кому-то из вас надоели эти качели с ней. Возможно, разборки, ее метания. И вам это вот правда надоело. Кому-то из вас она могла ставить условия. И не дождавшись перемен, снова будет проявляться, понять. Может, здесь что-то с вами уже изменилось. Как бы, может, вы здесь что-то вот как-то вот поменяли свои какие-то мысли. Но... если вы не общались, если вы как-то вот думали о том, что вот все, это конец или что-то такое, женщина все равно к вам будет проявляться. Кто-то из вас уже не захочет отношений с ней. Как-то в ней разочаровались, а она теряет рычаги воздействия на вас. И она больше не имеет такого влияния на вас, как раньше. Она, кстати, может и дальше настраивать детей там против вас, если здесь есть общие дети, если они есть, и вы уже просто будете принимать окончательное решение. Пишите в комментариях, что думаете по этому поводу и как бы по этой всей ситуации. Итак, дорогие мои, давайте посмотрим совет карт от высших сил для вас. Совет карт от высших сил для вас. Как всегда мы смотрим. Карта медальона. Ух ты, как интересно. Карта медальона вообще называется «Шанс изменений. Новый этап». Карта говорит о том, что все, что происходит, помогает вам выйти на новый уровень. Оставайтесь открытым к появляющимся возможностям. Вот, знаете, даже как бы рассказывать вам вот этот совет, более детально раскрывать, вот как-то что-то более его озвучивать, вот как-то не хочется, знаете, вот как-то кажется, что значение карта передала вот именно так вот, как нужно. И каждый из вас должен услышать то, что вот подойдет именно в этом совете, именно для него. Опять же повторюсь, карта называется «Шанс изменений. Новый этап». Итак, дорогие мои,
Пишите в комментариях, что вы вообще думаете по данному раскладу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами я, Катерина. Пока-пока.